Здравствуйте, друзья! Вот такой вот у меня станочек. Гриндер самодельный. Хочу вот сделать сегодня обзор. Обычные два ролика. Вот такая вот лента. Магазинная подходит. Вот она. 533. Обычная клееная магазинная. Проблем нету. Пошел в магазин, купил, ничего клеить не надо. Все подошло. Легко меняется. Вот нажал, снял, одел. Одел, прокрутил, все, лента села. Я просто на подставку поставил, чтобы по клеенке не елозишь. Ну и красиво, чтобы было. Двигатель обычный, от стиральной машины. 180 ватт, 1450 оборотов, по-моему. Все, два конденсатора для запуска. Все, ничего такого. Выключатель вот советский. Все очень просто. Весь обзор. Лента вот пружина, значит лента вот натягивается. Два ролика деревянных. Все на валу. Вал 14 диаметр. Все очень просто. Ну и давайте включим, посмотрим, как он работает. Нажимаем. Дело пошло. Все отрегулировано. Вот регулируется лента. Зад, вперед, туда-сюда. Давайте что-нибудь поточим. Вот такая вот у меня шпилечка. Все работает. Станок ровненько идет. Работаешь, когда желательно по всей плоскости ленты работать, чтобы она вырабатывалась не в одном месте, а в разных местах. Ну вот. Сильно не давлю. Все снимает. Все работает. Вот просто железку сделал, вот она черная. Ну давайте точнем. Вот она, у меня черная железка. Посмотрим, как снимает. Запускаем наш двигатель. И начинаем. И посмотрим. Ну вот, все цепляет по всей плоскости. Сильнее буду давить, он будет плавно сниматься здесь, здесь. Все снимает. Если дольше, все, видите, как ровно. То есть вот пошло, и дальше вот это вот пойдет, дальше вот эту черноту убирать. Дальше просто не стал. Ну все работает. Все работает. Любой ножик заточить там. Любую, хоть что-то. В нем можно любые работы производить. Пластмассу, резину, ножи, топоры, каленую сталь. Каленую сталь берет очень хорошо. Все, что угодно. Любые работы. Какую ленту поставишь ленту получше. Будет там и... Можно хоть что точить. Ну вот как бы и все. Весь обзор. Любые материалы. Керамическую ленту поставь, можно и точить ей победитовые сверла. И вот весь обзор, обычный самодельный станочек. Все работает. Двигатель часами может работать, не нагреваться. Охлаждение в нем есть. Своего самодельного гриндера. Лента 915, наждачку мелкую поставил. 120-ю. Валик вот приводной 70 миллиметров. Точил токарь. Приводной ролик 45 миллиметров. Пластмасса. Тут, значит, болты, уголок. Вот собрал. Выключатель советский, провод тоже советский. Но это не так важно. Вот чашка для полирования.
14 вал. Вот насадка снимается, одевается. Ну и тут надо ключами. Ну как бы и давайте запустим, посмотрим. Двигатель от стиральной машины. 1420 оборотов. Мощность 180 ватт. Вполне хватает точить. Можно топоры, ножи, ну ломы, конечно, не поточишь, но в принципе точат все. И давайте запустим, посмотрим. Включаем. Регулировочный болт, вот лента ходит, видите? Регулировочный болт. Ну немножко бьет, но в принципе самоделка. Вот начнем сейчас. Гайка вот у меня не снимается, сейчас мы ее сделаем. Наждачка мелкая. Все точит. Давайте здесь начнем. Ну, все пилит, точит. Вот видите, снимает. Работать может часами. Еще доделаю охлаждение к нему, наверное. Вот туда крыльчатку поставлю, чтобы охлаждалось, и тогда можно сутками работать. Специально деревяшки, что-нибудь точить, как наждачный круг. Можно наждачный круг поставить. Это я специально для себя ставил, чтобы мне универсальный он был. Здесь покрупнее наждачка, здесь помельче. Сразу, чтобы ленты не перекидывать. Очень удобно. Здесь крупную ставишь, допустим, 40-ую. Здесь какую-нибудь 80-ю. Здесь поточил, здесь крупнее, здесь мельче. Ну вот, в принципе. Здесь вот пружина, натягивает ленту. Все простое. 2 ролика и стойка. Лента легко снимается. То есть вот, скидывается, убирается, меняется в 10 секунд. Все работает. Столик здесь регулируется. То есть больше-меньше. Хочу вам показать, как я приспособил шлиф-машинку. Вот как я сделал из шлиф-машинки гриндер. То есть вот с помощью вот сварки приварил ее, с помощью болтов прикрепил. Вот она прикрепленная. Вот она. Прикрутил. То есть она вот в вертикальном положении. Сделал вот такой столик. То есть он движется и в одну сторону, и вверх, и вниз поднимается. То есть вот это сейчас положение до самого конца опустил я. То есть тут все закрепляется. С одной стороны жесткость, с другой болтами. И вот можно работать. То есть вот еще он двигается сюда-сюда, вперед. Вот все работает.